Я расскажу как историю, просто то, что было как бы в Чечне. Вначале как бы всех поголовно убивали русские. В начале. А после 2005, по-моему, все делали уже кадыровцы. Ну, как бы чеченцы. И все то, что делается в Чечне, делается кадыровцами. И заложилось такое мнение, что русские хорошие, а вот кадыровцы, чеченцы сами как бы плохие. Как бы. Реально, то, что когда ловили бойцов, они говорили, вот мы с вами нормально общаемся, давайте нормально скажем. Если нет, то мы вас передадим кадыровцам. И сейчас такая ситуация. Сейчас Кадыров, ну, все то, что можно сделать с этим нашим народом, он сделал. Убийства, пытки, унижение, все то, что возможно, он делает. И если сейчас поставить какого-то генерала или какого-то русского, и он чуть сбавит вот это давление, этот народ будет очень доволен. Я просто беспокоюсь, чтобы они этого не делали. Пусть они там поставят Адама, пусть они поставят там других, там Шарикова, Марикова. Я в Києві був много раз. Тому я думаю, що ви ще прийняли пропозицію. Я лечился здесь. Меня здесь оперировали на глаз, на руку. Я в 2009-м раненым пришел в Украину. В 2010-м вернулся уже в Турцию. То есть... Есть вот эта база рядом в Грозном, Ханкала. Был очень близкий мой друг и брат, и родственник. Они тоже там, просто наш командир и мой друг. Они тоже попали в плен, их забрали в Грозном. Мы их потеряли как бы. Мы потом нашли этих два тела в этом же как бы... Около 300 тел нашли убитых в этом Ханкале, рядом с Ханкалой, который они убили. И их приносили, мы живем рядом в Грозном, там 2 километра, по-моему, расстояние от Грозного. Принесли наши кладбища и хоронили их. И вот тогда я видел массу убитых молодых людей, и это два брата, которые наши были, которые в нашей группе, которые один командир, а второй зам был. Первый раз, когда мы их видели, когда мы их хоронили, у них были вырваны ногти, точно зубы, вырваны зубы, сжигали как бы лица паяльной лампой, и ребра, все у них сломанное было. Мы похоронили два этих наших братьев, а потом нашли еще больше 300 тел. Там и женщины, и молодые ребята, и много что было там. Я до этого времени, до 2001 года все равно занимался спортом. Я помогал, там вечером приходил, там, помогал братьям против русских. А так, днем я все равно занимался спортом, двигался. Как бы даже, по-моему, в 2001 выступил на зону России, по-моему, выиграл. Когда я видел вот это тела и хоронил их, ну, они как бы, значит, уши вырезаны были, до пятки вырезаны. Я понимаю, что там кишки вырвали, но с уши, начиная с головы до пятки, чтобы разрезать человека, и зашиты такими нитками, толстыми такими, как бы, веревками. Они молодые были, и 99% там, ну, гражданские были. Когда на них смотрел, я думал, а стоит ли ждать, пока с тобой вот это сделают? Они не воевали, они никогда не брали оружие в руки. Я тогда решил для себя, ну, как бы, лучше не ждать. Лучше умереть в руках оружием, чем как бы попасть в плен, чтобы с тобой такое делали. Для вас это был переломный момент? Да. Я тогда для себя решил, я знал, что это у нас всегда повторяется же в истории. То, что если я выйду, я знал, что будут мучить моих родителей, мою семью, моих братьев, моих родственников. Я решил жестко и как бы четко сказал, я выйду, что бы ни произошло. Меня уговаривали, отец уговаривал, и мать уговаривала, чтобы я ушел. Ну, если не каждую неделю, забирали моих родителей каждый месяц. Отца избивали, пытали, укидывали. Забирали моих братьев младшего, там ему 14-15 лет, который сейчас в Польше. Хотели забрать 9-летнего брата младшего. Только тогда уехали родители. Это какой год? Это в 2008 они уехали. Они 6-7 лет их мучили. Вы это время находились там? Да. А где? Ну вот вы находитесь там, за вами, ну можно сказать, следят и пытаются найти. Как вам все это время удавалось находиться там?
Надо изначально, как бы сказать, просто когда ты выходишь в это время, когда ты увидишь вот это тела, вот это все, ты выходишь не то, что там победить или что-то сделать, вот, зная, что сегодня ты можешь, до завтра не доживешь. Ты выходишь так, что просто достойно уйти из этого мира. И живешь одним днем просто. Вот реально не знаешь, даже ты продержишься до завтра. Вот каждый день живешь одним днем. Ты большинство бываешь сам. Когда что-то делать, мы встречались и делали что-то. Как с работу сделали, там, операции, диверсионные задания какие-то, мы расходились. На неделю, на 2 недели. И вот поддержка народа. Если реально не поддержали бы, там было бы очень трудно. Без поддержки. Бывали такие моменты, очень много, что все промокло, ты голоден и не знаешь. Вот вечером сидишь и не знаешь, куда бы сейчас зайти, выпить горячего чая, высушить вещи, и чтобы завтра утром выйти. Так. И вот это как бы, у меня это длилось около там, 6, 7, 8 лет. Где вы жили? У народа. Да нич застаны. Не, реально поддерживали. Реально те, которые у нас, как бы, где мы жили, очень сильно помогали. Без их помощи мы не смогли бы. Реально. Если они нас сдали бы, стукачили же, отравили ядами очень сильно в это время. Нам как те, которые мы знаем, родственники, те, которые могли, дальние родственники, близко, они не могли помочь, потому что им всегда приходили. Дальние родственники и народ реально, который нас знал. И опять же, это спорт, где мы знали друзей, они помогали. Есть такая информация, да, что многие находились прямо в горах. Да. Это так и те, было? которые были всегда, они всегда, можно сказать, до 2021 года там были бойцы всегда. Просто жизнь в горах? Да, есть те, которые жили 15 лет, там, 18 лет, реально, все время находились там. Примерно приведем Дока Умару, он до 13 года, пока его не отравили, он был 13 лет, почти находился там. Его не могли найти? Либо все-таки они допускали? Нет, нету такого, что допускали там работу. Это та же самая пропаганда, которую на нас вешали. Реально, вот ты вышел и живешь одним днем. Вот такая ситуация. Вот, самая большая проблема то, что когда переходили твои же близкие, которые с тобой 2 года, 3 года, когда находились с тобой рядом, когда они переходят, они сдавали. Представь, всех тех, которые тебе помогали, все твои тайники, все такие дороги, которые ты ходил, те, которые тебе помогали. И все это приходилось заново делать. А так, реально, до 2021, вот последняя группа, которую убили, это я лично его знал, короче, даже в начале был в нашем группе. До 2021 года он находился там, с 2000, по-моему, с 3 до 2021 года он находился там, в лесу. Может, периодически где-то спускался в село, да, как бы не то, что он там всегда как бы находился там. А так, большинство времени всегда там были. Как я сказал, мы как бы центральный фронт был, я максимум 2 недели только провел. Когда один раз был на совещании, один раз неделю, и второй раз неделю. Остальное все время как бы я на времени был. А большинство все были там. Чем вы питались? Чем у нас как бы это голода не было в центральном фронте. У нас это хватало. Но те, которые в горах, здесь есть там многие братья, которые даже в Зумсо, которые они находились, близко мы вместе учились даже с моего села. У них реально очень больше времени было с едой, очень большая проблема. То есть они добывали себе еду сами в горах? Да. Это охота? Охота там, может, 2-3% может быть. Нет, опять же, народ помогал. Ты покупал через них. Ты открывал магазины, что-то как бы, да, делал тайники, закопал там один грузовик, спрятал там на неделю, на месяц примерно. Потом питался. В Рыске то, что там целыми группами 5 человек, 10 человек травили ядами, умирали. Сейчас уже такого нет. Сейчас и в лесу никого нету. А есть те, которые легальные, которые сегодня есть, те, которые помогают. Все диверсионные такие маленькие задачи, ты сам знаешь, происходят, они не афишируют это. У меня вопрос. Вы сказали по поводу переходили ваши братья. Да. Какие причины? Я сейчас не назвал бы их братьями. На тот момент, да, бывшие. Какие самые жесткие причины были для перехода на ту сторону? Морально не выдерживали, я думаю. Физически там никаких проблем не было. Это морально не выдерживали. Уставали. Или как бы когда выходили, не знали, что кто-то выходит, там бывает, хочется подержать в руках оружие, кто-то хочет там какие-то другие ощущения, кто-то где-то что-то как.
но реально не осознали, что как трудно будет. И где-то кто-то не выдерживал, когда забирали родственников примерно. Кто-то обманывался, кто-то хотел обмануться. Кого-то деньгами подкупали. Это самое реальное, то, что самое трудное было в войне. Это в Чечне, вот это, когда переходили на ту сторону. Предательство. Да. Но тебе всю систему надо менять. С тайников, начиная, все. Те, которые тебе помогали, все сдают. Ну, к сожалению, и сейчас у нас... Но реально, если правду сказать, у нас такого не было. И даже если те, которые помогали, ну, близко, те, которые новых, мы как бы очень сильно фильтровали. А старые не переходили вообще. Их держали, все молодых держали, те, которые новые, держали все равно на расстоянии. Они много чего не знали. Если даже переходили, если даже сдавались, они много чего не знали, чтобы знать. А именно в горах очень много случаев, которые, 5 лет, 7 лет, которые находились, переходят на их сторону и сдают там сотни людей, которые помогали им. Эти случаи были. Кстати, вы в одном из интервью своем сказали такую фразу, что когда начнется распад России, он начнется с Северного Кавказа. В данный момент Дагестан один из лидеров по потерям в российско-украинской войне. Связаны ли эти два факта? Я не могу 100% сказать. Народ Дагестана больше, чем чеченцы тоже, как бы, и ингуши, как бы. Это один факт. Но то, что им выгодно, одним выстрелом 2 зайцев, да, как бы, они избавятся от кавказцев, и они умирают здесь. То есть они знают, что если что-то как бы произойдет, то произойдет это с Кавказа. Угу. И в первую очередь избавляются от чеченцев, дагестанцев, ингушей, кавказцев, разница других всех народов, которые они оккупировали. Азиаты даже бывают, кто здесь только нету. Они прекрасно знают, что в любой момент может что-то восстать и произойти это. Поэтому они избавляются от этого, именно от молодежи. Но именно, чтобы там пошли кадыровцы, там близкого круга кадыровцев, даже родственников здесь нету. Туда отправляют самых таких. Че, пирожочек же в Мариуполе бегал. Да, бегать-то можно, но чтобы где-то что-то сделали, нету. Реально закидывают тех, которые ловят всех как поголовно, там, простые нарушения, там, правила движения. Ловят и отправляют сюда. То есть у них мобилизация за нарушение какое-то? Любые нарушения. Да, это факт. Отправляют. Типа тюрьмы пустые. Все. Мы когда ловим, я общаюсь с ними, которые там реально, может, за кредит тебя отправили просто, ты не выплатил. Да. Реально это. Вы общаетесь, да, с пленными, которые попадаются? Стараюсь, да. Что вообще общее мнение ваше о них, о их видении ситуации на российско-украинскую войну, ситуации на то, что происходит в Чечне? Как они... Вот я, кстати, недавно видео, я не помню, на каком канале вышло видео, где чеченец говорит, у меня папа воевал против русских, а он сейчас воюет за русских. И я так понимаю, что таких ситуаций много. Да, считайте, как бы, да, если нас убивали там 400 лет, да, история. И сейчас эти люди, как бы, то, что нам хотелось донести, да, до всех, то, что сейчас Первая, Вторая война, это, то, что я видел. И те, которые моего возраста, все это видели, что нас убивали, да, села, там, города, там, пытки, все это видели. Эти люди все равно идут и воюют. Те, которые есть и добровольно, не будем отрицать, да, есть те, которые там в тюрьму отправляют какие-то преступления. И есть те, которые насильно отправляют. Но я им оправдания не могу найти. Если ты не хочешь пойти, ты можешь найти выход. Уходи как бы в Турцию, Европу, мы говорили, мы поможем. Только не идите сюда, как это вообще возможно? Если насильно там с тюрьмы отправили, мы понимаем, да, как бы мы тоже люди, это другой факт. А то, что просто идут, то же самое можете с украинцами, которые Донецк, Луганск, Крым, эти люди тоже умирали, приходили, воюют. Есть те, которые насильно отправляют, есть те, которые сами идут, есть те, которые за деньги идут. Но оправданий им нету. Я не могу найти им оправдания. Можно уйти, можно сбежать. Лучше ты умри против них, чем умирать здесь. Примерно, если возьмешь, что украинцы тебе сделали. Твои враги рядом с тобой стоят. Убей,
Убежи, приходи сюда, перейди, что угодно. Но крайний случай, если не хочешь воевать, то можно уйти просто. Многие ушли. В Турции находятся, в Европе находятся. Абдулхаким, как вам в Украине? Адаптировались ли вы? Привыкли ли к менталитету украинцев? По-моему, Шаман лучше скажет насчет этого, адаптировался или нет. У нас свои обычаи, как бы есть, и как бы и религия, обычаи, но никаких проблем в этом не видел, как бы очень адаптировались, все хорошо, прекрасно сработались. Есть ли такие вещи, которые вы считаете, ну, вот, непривычными для себя, с которыми вам пришлось работать над собой, чтобы сработаться? Все же не можно говорить, по-моему, непривычное то, что... Тут можно все, але... Ну, для нас самое трудное, это, по-моему, да, избавить мат, короче, когда мы общаемся, короче. Самое трудное, приходится всегда напоминать, что просто не матюкались, как бы. Для нас, как бы, самое трудное, что было. А то остальное все, как бы, это военное дело, то, что мы работаем, как бы. А мне интересен процесс. Вот когда вы первый раз, да, вместе собрались, да, условно, кто-то использовал нецензурную лексику, ваша реакция и как вы донесли это бойцам? Нет, все же понимают прекрасно. Мы просто объясняли, как бы, то, что это, ну, по обычаю у нас, как бы, это, ну, не принято. Для нас это, как бы, ну, мы не общаемся на этом языке вообще. Ну, вы даже не общаетесь на этом языке, как бы. Если, например, я видел Шамана и другие, все перестрашиваем, вы не общаетесь так. Да. Это чисто в узком кругу, как бы. Да, я видел, я замечал, я говорил Шаману, да. Уже как бы, ну, те, которые в подчинении Шаману, то, ну, когда он говорит спокойно, думает, что все нормально. Когда он начинает нервничать и матюкаться, все понимает, что тяжелое положение, надо что-то делать срочно, короче. У шамана бывает такое, что он начинает нецензурно выражаться. Как вы проявляете свои эмоции? Когда начинаете нервничать? Вообще, вы нервничаете вообще иногда? Конечно, я очень вспыльчивый быстро. Он сейчас максимально взвинченный. Я максимум нервничаю. Мы тоже. После этих слов мы тоже. Нервный смешок, слышно? Я то, что максимум это физическая нагрузка, чтобы реально сдерживаешь себя. Но никак нельзя как бы выйти того, что как бы ты начинаешь или матюкаться, или что-то такое. Вы эмоционально максимально стабилен? Да. Ну, приходится. Вы работали над собой? Я расслабляюсь только или дома, или где-то в зале, может, мы. Смотрите, это ваша специфика или это специфика ичкерийцев? Это чеченцы такие. Да. Адаты, понятия, так, религия. Я буду откровенен, я слышал иногда, вот как, это если совсем уже гостайно раскрыть, иногда я слышал мат, там, ну, не от Абдулхакима, от более молодых парней. Но это всегда порицаемо, и если это проскакивает, то это, ну, типа, пиковая ситуация какая-то, в которой, ну, нельзя по-другому. Плюс влияние таких же молодых парней там только с нашей стороны. Mm-hmm. Если это я буду делать, то это будет вообще как бы чересчур, поэтому... Я стараюсь максимум держаться. Вы можете вспомнить операцию, в принципе, из своей жизни, будь то Сирия, Дом, либо Украина, которой вот вы максимально довольны? Вы продумали, она идеально отработали операцию? Ни разу такого не было. Всегда находишь какие-то ошибки, какие-то минусы, как бы, реально. Хорошо, тогда встречная тогда да, немножко операция, когда пошла не по плану, но вы в процессе приняли решения, которые оказались верны и... Это две операции. То, что в Украине, то, что было Бахмут. Помнишь, мы просто не подготовлены были. Это первый раз, когда мы приехали. Просто поехали, как бы сказать, 4 человека, да? Мы 12 поехали. У нас автоматы тогда были вот эти АК-72 вот эти. 74 АК, да. И надо было на день остановить, да, вот это наступление, которое... Ну, там был период, да, противник продавливал там одну из сторон, и надо было просто пострелять. Там. Завязать их боем. Не, ну это так, ты это воспринимал как просто прострелять. Надо было завязать боем противника, потому что были еще наши друзья из белорусского батальона, которые, ну, прям попали в передрягу. И надо было с фланга поддавить, чтобы эти пацаны оттянулись чуть-чуть. Ну, и так оно и получилось вот то. Просто. Зашли, постреляли как. Но реально это было просто так, не запланировано получилось как бы. Мы не ждали это как бы.
Ну, в парней есть куча крутых операций, почему запомнился именно Бахмут, я не понимаю. Не, Я реально, так смотрю, Бахмут что- был то, что мы не подготовлены. Мы первый раз приехали, это самое это первая сильное. операция, то, что Авантюрная было. такая, Ну, да? все равно сработаться, все равно трудно же как бы, да, не знаешь, как это все пройдет. Самая сильная эмоция, наверное. знаешь. Потому что- Хаким не очень любит рассказывать, да, о своих операциях. Я правильно понимаю? Да, ну, не, ничего не любит. Не, Это реально надо не люблю. чуть-чуть дольше пообщаться. Воспитание или скромность? Не, у нас не принято, да, что ты как бы, ты сам расскажешь про тебя, что ты сделал. Как бы. Можно то, что я сделал плохое, можно рассказать, а не то, что что-то хорошее. Пусть хорошие говорят люди. Ладно, тогда к вам, шаман. Вы можете рассказать место Хакима за его действия? Да, ну, он в Бахмут пошел без каски. Я говорю, почему? Ну, типа, если время пришло, значит, пришло. Я не помню, по-моему, кого-то ранило тогда. Да-да. Магаса. Да, был один раненый. Не, ну, операция пошла нормально. Типа, то, что было надо сделать, было сделано. Это глобально, конечно же, ну, ни на что на оборону Бахмута сильно не повлияло, но в тот период нам так было надо сделать, чтобы оттянуть белорусов. И тоже достойные парни, на самом деле. Почему не вспоминают, ну, множество, даже та же операция с грузовиком в Белгородчине, ну, мне она вот кажется просто, это была их первая операция уже в ипостаси На территории. спецназа, На территории. вот это уже, вот для меня это более интересно. Я еще скажу такую тему, постоянно ходила, тогда ж кадыровцы плотно там, ну, снимали тиктоки. И в Украине были чеченцы еще до того. И начали сравнивать, типа, кто ж круче. Типа, какие чеченцы круче. И когда парни замутили операцию вот с этим Уралом расстрелянным, я говорю, ну, тут вообще без вопросов сразу ясно, кто лучше, типа, кто круче. Потому что они действительно вот зашли, вот все как положено. Зашли в тыл, сделали засаду. Как Урал проехал, азиат, по-моему, спрашивает, почему он проехал. И я думаю, ну если не получится кого-то поймать, и если он обратно уедет, и как вообще ответит? Испугались, что ли, пропустили? Да ну, я говорю, расстреляем как на обратном пути, короче. И расстреляли его. А ты вообще пропустили в одну сторону, да, в одну и ждали сторону пропустили, возвращения? да, когда он возвращался к власти. И операция начинает, почему он проехал? Почему не расстреляли его? Потом про себя думает, если никого не получится поймать. Ну, что угодно может произойти, придется сняться, да? Потом думаю, да ну, короче, лучше. А для вас это очень неприятно было бы, да, если просто просидели говорю, в пяти линии? Такую работу сделали, что и как бы без результата выйти оттуда, как бы. Но я так понимаю, вот именно такие операции вот специфичны для вас, да? Для меня это самое удобное. Самое реально. удобное. Вы привыкли к такому? Да. Да. Но для нас больше, как бы, ну, я как бы все равно на равнине был, да, как бы двигался малыми группами. Для меня трудно там 50 человек, там 100 человек. Ну, максимум хотя бы 10 человек. Абдул Хаким, а мне интересно, как у вас это происходит? Вот работа с психологией, мотивация. Ну, у нас многие украинские бойцы, они работают с психологами. Привлекаете ли вы для своих бойцов психологов? После 31-го, да, в Покровска, когда я связкой порвал. Меня на реабилитацию отправили, и там психолог как бы начинает говорить со мной. Я думаю, сейчас будет интересно. И пришлось ему объяснить, как бы. И я шаману говорил много раз насчет этого. Мы насчет этого как бы воспринимаем как бы то, что это должно было быть так. Но если там боец там умер, то мы считаем, что его время пришло. Если получил ранение, так суждено было. Ты все причины делаешь на 100%, чтобы этого не было. Но случилось это. И мы говорим, так Всевышний захотел. Так должно было, так предписано тебе. Мы воспринимаем это все как есть. И живем дальше, двигаемся. Ваших бойцов не нужно мотивировать? Ну, пока что я не увидел, что их надо как бы. Я добавлю, очень серьезная иерархичность. Если Абдул Хаким сказал делать, они делают. Все. Это вот, я не знаю, как это работает. Меня устраивает вот этот формат. Типа, он сказал, они делают. Мотивация только такая, потому что он старший, он сказал так сделать. Все. Но я думаю, что где-то вот такая же ситуация
эти люди идут осознанно. Они же понимают, что это его команда, кто он такой для них. И делают то, что его волю выполняют. Все, эта осознанность, она очень важна. Это говорит о зрелости индивидуума. Доверие. Но те люди, которые сюда даже едут, они уже готовы к этому. Они приехали ради этого. 95%. Вам кто-то когда-то говорил: нет, я не могу? Ни разу не было. Мне бы, наоборот, больше приходится сдерживать их. Реально. Хорошо, если у вас, допустим, пауза в задачах, действительно ли бойцы говорят, когда мы уже поедем, или как это происходит? Я знаю некоторые случаи, у нас действительно тоже такое есть, у украинских бойцов. Нет, проблема была только в том, что в плане того, что мы как бы крупномасштабно в войне не участвовали же. У нас большинство было как бы засады, диверсии, такие бы. Они говорили: давай, может, лучше будем делать вот так как бы. А здесь этого не получается. Здесь задачу поставили, приходится пойти и делать. Как бы. Было предложение: давай, может, там в Сумах или в Харьковской областях где-то зайдем и будем там как бы что-то делать. То, что мы умеем лучше. Но не всегда, да. Да, не так получается всегда. О чем говорит Булхаким? О том, что возвращаемся к тому же примеру фильма «Чистилище», что воевать надо по уму обученным войскам. Если есть обученное войско, ты хочешь повоевать по уму, есть одно «но». Или, как говорит наш командир, увы, есть задачи на фронте, они возникают из ниоткуда, они возникают потому, что есть проблемы на фронте. И кто-то их должен решать. Не всегда мы их решаем прям там, очень круто, но, слава богу, справляемся. И ты ничего не можешь делать. Ну да, ты типа там можешь пойти на какую-то, скажем так, выйти за линию фронта и что-то там начудить. Но на данном этапе это никому не надо. На данном этапе надо закрыть какую-то дырку. И все, и надо ехать туда, куда надо. Мы заговорили за доверие. Сколько вам нужно времени, чтобы понять, можно ли доверять человеку или нет? Ну, как Шиман сказал, мы тех людей, которые берем, мы берем только... Ну, у нас это легко, как бы, если пришел чеченец, его пробить нетрудно. Там, откуда он, с какого села, какого тейпа, мы быстро узнаем, чем он занимался, сидел, работал, не работал, что он себя выдает. Я не знаю, можно об этом говорить или нет. Этим занимаются люди, которые ваши, которые находятся там? Я сам пробиваю своих, но дальше мы уже как бы по системе идут, которые сюда приходят. А вот вы побывали в многих горячих точках, и у вас круг общения, крупный круг знакомств очень велик. В других странах также. Как вы понимали, когда можно доверять человеку? Потому что, все очень скользко. Ну, я пример привожу. Как бы ты не доверяешь, как бы ты не пробил, что бы ты ни сделал, меня отравили. У меня 2 бойца умерли, что отравили. Извините, где это было? Это было... Началось с Турции, как по Сирии. В Турции, в Сирии. Да, 10 человек минимум, больше 10, тоже как еле-еле откачали. 2 человека умерло, 2 близко моих брата. Я отравился. Вы знаете, кто это сделал? Да. Что с ним случилось? Я знал, кто это сделал, знаешь. Имена не хочу назвать, что я слышал, сейчас его как бы убили. Если как бы сказать так. Погиб, наверное. Не погиб, а убили. Убили. Именно кадыровцы. Человека, который вас отравил? Человека, который мне эту сумку принес. За ним же 100% ФСБ стояло. Ага, они подчистили просто. Нет, это по другому делу его убили, как бы, из-за его брата. То есть, давай проще. Просто с каждой фразой все типа в сторону. Просто чувак был такой, который его было за что убить. Понятно. Тогда все вопросы снимаются. Там причин было много. Да, типа тут так совпало. Кстати, вот заговорили, у меня был подготовлен вопрос. Вопрос к вам обоим. Были ли на вас покушения? Тут я уже услышал. Спасибо. Может быть, еще были? Нет, таких там много. Но отравили 1 раз, а покушения там хватает. Как это вообще происходит? Вы можете сказать? Как покушение? У нас, знаете, представление у большинства зрителей, да, как в фильмах. Там кто-то с пистолетом где-то и так далее. Как у вас это происходило? Нет, до меня не дошли. Как в Турции примерно возьмем, там 2-3 случая было, что их ловили. Спецслужбы турецкие, сажали их
за то, что там охотились за мной, там следили, там покупали оружие. То есть до самого покушения не доходило? Не доходило. Кроме того, что меня отравили. Ну, я как бы, не такая легкая цель была, чтобы они дошли до меня просто. Рядом со мной всегда люди есть. Я как бы этим очень серьезно относился к этому. Не то, что там боишься, а то, что не хочешь, чтобы они там, чтобы им так легко это все удалось сделать. Просто в Турцию возьмем, там наши 3 представителя убили, потом одного убили, потом 3-го убили, там много чего спецслужбы сделали. Поэтому я никогда не хотел без оружия, где бы этого не было. Сирия, Турция, где бы этого не было. И пусть меня ловят, сажают, но я без оружия никогда не ходил. И рядом люди, которые со мной, тоже не ходили без оружия. И этого не знали все. Ловят, сажают, и вы не без оружия? Нет, ловят, сажают, я с оружием. Ага. Имеется в виду готовность. Готовность, да. я понял. Жертвовать даже свободой, но, типа, нет, Не, лучше отсидеть, выйти, чем как бы тебе, короче. чем отлежать потом Да. в больнице или в могиле. Это факт. Шаман, у вас? Мне как-то перепутали меня с моим товарищем и подстрелили его год назад. Случайно вас? Интересная ситуация есть. Условно, там, в месте, где я живу, достаточно такая, наверное, как это правильно будет сказать, алгоритмичность действий. Я там утром выезжаю в одно время на машине, на одной и той же, да, там, и возвращаюсь вечером так же. Я вот утром выехал, там, имея одну одежду. А прикол в том, что мы часто ходим в нашем мерче, то есть в вещах, которые у всех похожи, только позывной разный. И я выехал утром там в такой футболке на машине. В процессе машина поломалась, я попросил там своего товарища, чтобы он ее отремонтировал и привез ко мне домой. И он в то время, когда я возвращаюсь, обычно, нося похожую одежду, вышел из машины и словил пулю. И когда уже он развернулся, было видно, что это не я, второй пули не последовало после этого. И слава богу, живой, все хорошо у него. Ему повезло, он невероятный счастливчик. Россияне больны шовинизмом? Я вижу то, что они не умеют сами жить нормально. И не хотят, чтобы другие жили нормально. Сами не умеют ничего делать, а вот вам тоже не дадим. А лозунги они придумают что угодно, как бы им не проблема это. Я опять же говорю, там, на Кавказе, можно сказать, там террористы были. А здесь как бы фашисты. Если человек глупый, ему очень легко зацепиться за какой-то лозунг. Да. Очень легко манипулировать таким человеком. Ты ему накидал в башку вот этих шариков, которые он там перебирает все, и все. И вот там бандеровцы, там, фашисты, террористы, да, неважно, вот какую из ячеек сейчас он вытащит наружу. Но ему удобно. Типа, что ты сюда пришел? Так же бандеровцы ж. Что бандеровцы? Где они? Где у тебя? У тебя там? Любой город возьмите в России. Где там, блядь, бандеровцы? Какое количество ичкерийц по всему миру готовы воевать на стороне Украины? Я думаю, желающих было бы много, если условия были бы хорошие. Да. Очень много. Давайте более детально. Да. Детально, минимум то, что если как бы насчет гражданства, бумаги, логистика, дорога. И многие ждали как бы, да, примерно первый раз, когда в Турцию выезжал, даже мои, которые меня знают, они ждали, а что произойдет с тобой? Тебя сдадут, убьют, подставят. Реально. Близкие даже говорили это. Я не буду про других говорить даже. Многие не верят. Нет, реально не верят. Но были причины, то, что здесь сдавали людей тоже как бы. Недавно поймали, да, отдел Т, Да. начальник отдела Т, СБУ. Это не маленький человек был, который. Это человек, сколько людей поймал, посадил, сдал. Поэтому... Да. Ты имеешь в виду антитеррористический центр, вот эта ситуация, когда... да. Я слышал, через этого много людей сдали, через этого человека. Именно кавказцев. Поэтому есть такой как бы фактор, что не доверяли. Может быть. Если со мной, то, что я сейчас говорю, если со мной ничего не случилось, я думаю, им
Не надо беспокоиться за это. Есть проблема в том, что реально то, что мы не можем решить, вот эта логистика. Я объясню чуть-чуть по-другому. Ну, то есть то, что говорит Абдулхаким, в большинстве своем у парней российские паспорта. Украинское законодательство выглядит так, что мы не имеем права пропускать человека с российским паспортом на территорию Украины. И тут надо находить компромиссы, как это сделать. Слава богу, что это ребята, у которых не только российские паспорта, поэтому у кого нет, надо думать, как это делать. И тут приходится идти на... Компромиссы. Да, на компромиссы, причем подключать очень много структур разных, и тоже и службу безопасности Украины тоже приходится подключать их для решения этих вопросов, потому что парень там хочет воевать. Но то, что мы касались раньше, да, но надо его проверить. Мы обязаны это сделать. Мы не можем его пропустить просто так, потому что у него как минимум российский паспорт. Как максимум там были контакты, общение, там он заезжал на территорию России, это 100%, там в каком-то формате это было. И вот ты начинаешь это все прокручивать, это длительный процесс. Полиграфы, опять же, это обязательная вещь. То есть постоянно из-за этого ряд проблем происходит. Плюс там человеческий фактор, кто-то где-то не написал, не позвонил, и все, это очень долго. Поэтому очень тяжело заводятся такие люди. Да, из людей зависит это еще семьи. И этих людей надо выезжать, потом заезжать, затягивать семьи, детей тоже, потом их легализовать. Это целый процесс, как трудно дается, реально. А если вот признали бы Ичкерию, паспорта, тогда нам это легче было. Ну да. Но нет, пока это что-то очень сильно затянулось. Это факт. Есть, в этом вопросе есть подвижки. Да. Ичкерия была признана оккупированной. Да. Так. И тут именно потому, что России проводилась очень серьезная дискредитационная кампания по поводу Чечни как террористического, скажем так, субъекта, поэтому много проблем. Нет проблемы, когда изучаешь историю Ичкерии, нет проблемы понять, что эта территория оккупирована. Нет проблемы понять, что народ, который борется, народ в изгнании сейчас находится. Это такая трагическая ситуация. Но признать ни одна страна в мире не берется, потому что вот эта тема с терроризмом, она прилипла, и все никто не может найти все силы, да, или мужество для того, чтобы сказать, все, мы изучили вопрос, мы понимаем, что есть правительство в изгнании, вот оно действительно существует, оно боролось за свою независимость, эти люди там погибали, но не сдались, были изгнаны, но не сдались, и вот мы их признаем, не Кадырова. Кадыров враг по факту. Но почему-то никто этого до ума, скажем так, не довел ни разу, не сказал, что есть сейчас председатель правительства Ахмед Закаев. Он ведет работу в этом направлении. Есть даже сформированные органы госвласти. Понятно, что это не полноценный Белый дом, да, в котором они все сидят в воротничках. Вот пример. Человек воюет непосредственно с автоматом в руках. И я могу за это поручиться, что он воюет. Находитесь в базе, да, Интерпол? Если я нахожусь, это не так уж страшно, да, как бы я давно там нахожусь, 2002 года. А то есть те, которые в Турцию просто приехали люди, не хотели дома жить, женщины, да, там, с детьми, там. Люди вообще даже никогда в жизни не держали автомат в руках. Я не буду говорить о другом даже. И этих людей сотни дают в Интерпол. Это одна проблема. Вторые, те, которые находятся в Европе. Этих людей сейчас ловят, да, в Франции, Германии, в Польше даже. Этих людей сдают и сегодня. Под разным лозунгом, там, террористы, не террористы, там, розыск, не розыск. И их подают, вся в России подает. И придумать и создать какое-то дело уголовное в России это не проблема. Знаешь, и все. Возник мем вот этот про настоящий мусульманин должен быть в розыске. По этому поводу. Просто... У меня даже паспорта не было, чтобы они даже мне подали там розыск. Тобто ви не мали права? Они написали там Рустам, меня не зовут Рустам. Это не мое имя вообще. Другие данные, да. Але як тоді вас ідентифікує Інтерпол? Фото же есть. Фото. Да. Фото, биометрика, все эти разные. Европа посоветовали, чтобы мы все уважаем, понимаем, да, просто есть закон, и мы должны будут задержать тебя просто, пока не разберемся.
Вибачте, а скільки раз вас затримували за своє Задержали? життя? Да, сколько раз вас Задержали или задерживали? Давайте и то, и то. Задержали, может, много раз. Как останавливали, там был До там выяснения. час, два, 5, да, уехал. А сидел только один раз. Вы можете рассказать, Вышла информация, что я хочу сюда приехать, Да. где вы находились? в Турцию. Там в начале полномасштабки было. И меня посадили. Можно поэтапно. Вам пришло приглашение? Это Если ваше... коротко, да, прямо давайте. Я встретился с шаманом в Турции. Договорились. Это перед 2002, да? 2022. перед 22, Да, да. до войны, как 22. Мы встретились, поговорили, договорились, давай я приеду, как бы. И вышла информация в интернет, как бы, что я хочу приехать сюда. И Да, поднялась нет, нас ситуация это- конкретно спецслужбы всех, короче, кадыровцы, России. Затянули Россияне вот эти дела. смастерили дело, преподнесли его туркам, попросили типа задержать по делу, которое там, я не знаю, но может и было какая-то, было, может, взаимодействие, да, там с чуваком, который написал заявление. Ну, это год назад, то, что давно. было. Год назад я с этим человеком общаюсь, говорю, он прекрасно знает, что я, как вот то, что они говорят, этого не было вообще. И этот человек пишет заявление, меня задержат. И все, И и он сидит. Сколько вы провели? 5-6 месяцев. Да, было. где-то 5-6 полгода месяцев. длился этот процесс 5-6 вытаскивания, месяцев. да. Тогда вопрос. Как вы оказались здесь? Это Шаман лучше скажет, по причинам. Тут должна быть вот твоя любимая фраза. Бог помог нам. Там все просто. Слава богу, турецкие спецслужбы это хоть и обязаны быть гибкими и понимать, скажем так, и общаться со всеми, но это умные люди. Они понимают, что произошло. Я должен чуть-чуть, опять же, глубже уйти. Неважно, на каком уровне, ну, там, мы взаимодействуем между собой, да, тот факт, что ты знаешь там, меня, да, лично, не говорит о том, что завтра там какой-то рандомный уровец в ДТ-5 ну, там, не нахамит тебе, имеется вот, ты не сможешь, ты не защищен, типа, от просто там знанием кого-то. Вот такая же ситуация была с Абдулхакимом. Тот факт, что было взаимодействие там на уровне спецслужб, оно никоим образом не отменяет написание обычной заявы и задержание там каким-то участковым, тебя как гражданина какого-то, как рандомного человека. Вот так и произошло. Просто вот появилась заява, те отреагировали, потому что обязаны. И они ж не знают там ни о чем, никто команды никакие. Ну, не существует такого общечеловеческого, знаешь, типа, не трогать. Вот по такому примеру он попал, начались суды, он попал сначала на временное содержание, там потом начались суды, закрутилась этот жернова, маховик правосудия, закрутился, и он если закрутился, его остановить очень трудно. И все, я был каким... Поехал в самую старую турецкую тюрьму посмотреть на достопримечательности. Как она называлась? МЛТП, по-моему. Да, МЛТП. МЛТП. Это знаменитая тюрьма, на самом деле, очень старая. Вот он пока там изучал достопримечательности, но мне приходилось еще тут воевать немного. Это не так-то просто было, либо просто уехать в Турцию и там сразу с кем-то договариваться. Это серьезные процессы, при которых надо задействовать людей, которые немного поумнее, чем я. И нам пришлось долго, скажем так, договариваться, аргументировать, почему нам нужен именно этот человек. И, слава богу, турки пошли навстречу, дали возможность, скажем так, пересмотреть, разобраться в вопросе. Не без того, что они пересмотрели это дело, поняли, где там растут ноги, откуда, от каких, кто такой этот обвинитель, это все было, увидели. Если совсем коротко, справедливость восторжествовала, Абдулхакима отправили в Украину. Вы давно знакомы? Давно знакомы? В 22-м, да? 21 года. Ваша инициатива была, да? Как это случилось? Да, наверное, да. Наверное, да. Вот очень интересная история вообще. Когда-то я сидел и думал, чем заняться. Вот эти благословенные времена, когда работу надо было себе поискать. Скучаем за этими временами, правда? Ты как оперативник должен себе там условно
опять же, не такой человек, который будет работать, я сидел и ждал какую-то тему. Знаешь? Вот я вот пытался, скажем, я отвоевал на Донбассе, все это 5 лет, так активненько достаточно. Все это свежо, и когда ты получаешь чуть-чуть больше инструментария в свои руки, ты думаешь, как его применить. Когда я понял, что можно воевать не только на Донбассе, а можно это еще и на территорию России перенести, эта мысль не давала мне покоя. А кто лучше всего ориентируется в войне на территории России? Конечно же, ичкерийцы. То есть только к ним за этими вопросами. И я начал искать, как выйти на ребят, которые в этой теме шарят, и все. И вышел на него. Вы сразу ему поверили? Да, мы с первого раза договорились. Да. Но я пока в 2014 отправлял сюда людей. Я с того времени думал, как помочь здесь. Тогда не получилось договориться. А после встречи договорились. Абдул Хаким, питання до вас. Ви учасник Второй Чеченской войны. Дроны в данный момент в полномасштабном вторжении России в Украину это, в принципе, открытие как оружие. Во времена Второй Чеченской войны у вас, в принципе, было ограниченное количество оружия, да, ограниченное количество средств. Запасов, ресурсов. Придумывали ли вы тогда какие-то способы для того, чтобы компенсировать большое количество оружия? Я как был в Центральном фронте. Максимум, месяц даже не провел в горах . И все то, что там делалось, дистанционки, монки, мины, то, что делалось, все это мы сами делали. Нам никто ничего не приносил. И то, что у тебя есть боеприпас, который у тебя находится, и может что-то бывало из-за того, что как мы Центральный фронт, мы находили что-то сами и выкупали. У нас вот что-то было. А те, которые находились в горах, у них то, что есть боеприпас, у него, то, что в рюкзаке, у него то, что это было. Другого ничего не было. И не было никаких стран, которые нам помогали насчет этого. Мы, знаете, общались перед интервью, и когда заходили колонны русской техники в Украину, да, гражданские встречали точно так же коктейлями Молотова, и мы вспомнили в Первую Чеченскую войну, тогда же большую роль сыграла эта тактика, когда зашли колонны танков, Грозный, да. И гражданские, и не только, встречали, можно сказать, голыми руками эти танки. Да, и поэтому мы и выиграли же, и народ, и все были вместе. А на вторую они подготовились к этому. Разделили народ с боевиками, с муджахидами, сопротивлением. Если говорить за разделение, так как вы сказали, какую роль вообще сыграл перерыв в большой войне для Чечни? То есть, что Россия сделала, чтобы подготовиться? Как она подготовилась ко второй войне? Первое, то, что было то же самое, это в Украине, да, там за 2 дня возьмут. Они говорили, за 2 часа возьмут Грозный. Первое то, что. После первой войны они что сделали? Вытянули все, которые вербованы до этого, которые были людей. Начали новых вербовать. Разделили. Были оппозиции, другие, там, нашли там ямадаевцев, там, кадыровцев. И начали против них натворять друг на друга. И самое то, что они могли сделать самое хорошее, то, что это сделали. Натворили друг на друга. Чеченцев против чеченцев. Видите ли вы сходство в действиях России тогда и сейчас? Немного чего не меняется, по-моему. Они то же самое будут делать и здесь. Как я сказал. Они будут травить друг на друга. Гонка за властью. Использовать иностранцев. Говорить, что они бандиты, криминал. Вот то, что мы вам говорили. Из 10 тысяч примерно, я говорю, там иностранцев, если там почти 10 человек или там 20 человек что-то сделали, не виноваты те оставшиеся, которые реально пришли, помогали. Тех находят. И есть много, те, которые они вербовали, те, которые заслонные агенты. То, что я вижу, то, что они будут разделять сильно. И за это время они будут готовиться в военном плане, информационном, финансовом, международном уровне, кого подкупать. Вопрос только в том, что мы будем делать за это время.
Мы знаем, что в России большая коррупция. Или помогла ли вам тогда коррупция в каких-то ваших интересах, чтобы там где-то да. обыграть противника? В чем-то да. Мы примерно закупались, примерно я сам лично закупался, и мой командир, то, что был в Грозном, мы закупались примерно в Ингушетии, то, что необходимо. То есть они шли на это, да? Да, продавало все. Ну, нам именно из-за того, что мы в Центральном фронте много как бы общались. Мы там жили, выросли, занимались спортом, учились. Общение как бы, более обширное было. И у нас были много людей, которые работали в структурах. Реально это помогло. Очень сильно. И эти люди сегодня есть. Сегодня есть? Они есть. Вы до сих пор с ними контактируете? Контакт прямого нету, но они есть, они помогают, они ждут. Многие ждут, кто остался там. Все те, которые примерно, если не примкнули к Кадырову, почти все ждут. Реально ждут и надеются на перемены. Если говорить в процентном соотношении, все население, как вы оцениваете? Минимум 50% ждут, минимум, я скажу. Есть те, которые устали, есть те, которые наплевать на то и на это, а есть те, которые кадыровцы. Которые поддерживают кадыровца, я вижу там максимум потолок там 30%, 20% максимум. Если... Я пример просто привяжу. Просто когда кадыровцы, те, которые перешли к его сторону, они говорили, мы хотим спасти народ чеченский. Нам надоело воевать, там молодежь умирает, мы должны спасти. Там, такие лозунги были. А хорошо, спасли, там, перешли, там, предали. И сейчас вопрос только в том, что сейчас, то, что происходит в Украине. Ради чего умирает то, что он спас этот народ, который говорит, это молодежь. Тысячами, десятки тысяч, почему они умирают здесь? Если ты так говоришь, что хотел спасти свой народ. Ради чего? Ради Путина, ради России, который твой народ убивал 400 лет. Ради чего они здесь умирают? Если ты говорил тогда правду. Если перетягивал их, как бы спасти, что амнистировал. Это просто был обман. О народе он никогда не думал и не думает. Он думает только о своей семье. Можно ли провести аналогию этой ситуации с Украиной? Просто вы говорите такие вещи, и вот я сейчас просто аналогию провожу. В очень многом похоже с нашей ситуацией. И я думаю, что и конкретно так спецслужбы России будут поступать или пытаться навязывать нам такое же. То есть мы должны быть в принципе, готовы. если так рассуждать, то, по сути, сейчас же у нас тоже столкнули Пытаются, столкнуть. Сколько ЛНР и ДНР человека воюют против Украины. Что я вижу, что до этого, везде, что бы ни происходило, в Европе, в России, где бы ни было, всегда находили чеченский след. Сейчас я вижу, что-то находит там всегда украинский след сейчас. Должны понять, о чем он говорит. Вырабатывали такой рефлекс, что любое негативное событие в Европе и в мире вообще, это чеченцы. Чеченец террорист, постоянно... Там вспомните себя в детстве, вот так вот честно очковали, когда видели бородатого пацана. Смотря... честно. Да, нет, у меня просто тоже окружение такое. Смотря просто российское телевидение в детстве, действительно, оно вот так вот проглядывалось. Я в Киеве был много раз. Тому, я думаю, що ви ще прийняли пропозицію. Я лечился здесь. Меня здесь оперировали на глаз, на руку. Я в 2009-м раненым перешел в Украину. В 2010-м вернулся уже в Турцию. То есть в 2009 году вы получили ранение? В 2009-м я получил ранение дома. Я приехал на границу, перешел границу. Оперировали меня, руку оперировали, глаз у меня вообще не видел. Оба глаза были ранены, как осколками. И сейчас у меня осколок в голове. Здесь оперировали, все сделали, отлежался, вылечился и поехал в Турцию. Через Турцию хотел вернуться, через Грузию хотел вернуться домой, не получилось. И в процессе я оказался в Сирии. Вы давно не были дома? 2009 года. 2009 это последний раз. Вы рассказывали за вашу семью, за то, что младших братьев пытали, и плюс ваших родителей пытали. Насколько вообще эта система пыток до сих пор применяется в Чечне? Применяется так же. Если не больше, то не меньше. Реально. Но случай последний, когда в Грозном, когда было, там бойцов убили, забрали беременную женщину молодую. Ее забили до смерти.
Ребенка убили, ее убили. Это именно кадыровцы сделали. Это единичный случай, то, что мы знаем. А то, что мы не знаем, там 27 парней забрали из села, как во всех село, даже с моего села забрали парней и всех убили. 27 человек. До сих пор какие-то чистки они проводят, да? Если где-то что-то они увидят или услышат, даже просто там каких-то блогеров нельзя смотреть даже. Я не говорю там то, что нас там в Украине, то, что происходит. Если находят в телефоне что-то, они и отправляют и сюда, и убивают, и сажают. Я, насколько помню, раньше была такая история у вас, что даже за бороду могли. Да. Да, там брюки, если подвернул, там борода, усы сбрил, если под любым причинам могли забрать. Насколько я понимаю, это, я могу ошибаться, это движение ваххабитов. Нет, это, если я... Ты ваххабит? Нет. Не, мне если у тебя борода, то не ваххабит. Если у тебя брюки короткие, ты что, ваххабит, что ли? Нет. В чем проблема? Если ты молишься, ты ваххабит? Мусульмане все молятся, там у нас на 2 миллиарда мусульман как в мире, что все ваххабиты, что ли? Нет, просто... Это такие же ярлыки, которые накинули или кадыровцы, или ФСБшники, как в России. Подготовка Адама к чему? Наверное, понятно, да? Это следующий преемник. Я правильно понимаю? Будет ли он следующий? Не думаю. Что бы они ни хотели, он не будет преемником. Может, он и хотел, может, ему времени не хватает. Там, по-моему, вчера информация была, что он в очень тяжелом состоянии, Кадыров. В данный момент, да? Да, уже. В очень тяжелом состоянии, может, даже. Ему не хватит времени, чтобы сделать из него преемника. Но чтобы стать преемником, надо быть совершеннолетним. Да, как минимум. Да, он, скорее всего, это планировал, может, думал об этом, хотел. Просто, знаете, там со стороны такая ситуация, что вся пиар-машина Кадырова сейчас нацелена на Адама. Все мы видели эти видосики, как они там УАЗик толкают, там все такое наигранное, что он его конкретно делает своим преемником. То есть, по сути, уже как пошла династия. Но сможет ли он ужиться в окружение Кадырова? Потому что, сейчас еще добавлю, был когда-то видео, когда-то ходило по интернету, как 2 охранника, и Адам еще тогда был маленький, он что-то там в мечети уснул, и 2 охранника над ним пошутили. Якобы эти потом охранники куда-то делись. Любит ли окружение старшего? Это что, потерять кого-то там не проблема, но я эту историю не слышал. Но я скажу одно, то что, если с Кремля захотят, чтобы был Адам, он будет. Если захотят Кадырова убрать, поставить там примерно любого, он будет. Разницы нет. То есть все равно... Там Кадыров не своими какими-то заслугами стал кадыровцем. Да, и Кадыров. Захотят ли в Кремле? Да. Вот вопрос. Да. А захотят? Как Не вы думаю. думаете? Не думаю. Почему? Он накосячил. Это будет бред уже. Да. Он накосячил достаточно? Да. Минимум то, что он не потянет тоже как бы. Да, еще. Как не говорю, это ребенок. Ребенок еще. А ваше Если видение... хотя бы было бы еще 5 лет, может, что-то он как бы придумал. Ваше видение, условно, допустим, через полгода не становится Кадырова. Кто может быть выгодным на этой должности для России? Я расскажу как историю, просто то, что было как бы в Чечне. Вначале как бы всех поголовно убивали русские. Вначале. А после 2005, по-моему, все делали уже кадыровцы. Как бы чеченцы. И все то, что делается в Чечне, делается кадыровцами. И заложилось такое мнение, что русские хорошие, а вот кадыровцы, чеченцы сами как бы плохие. Как бы. Реально, то, что когда ловили бойцов, они говорили, мы с вами нормально общаемся, давайте нормально скажем. Если нет, то мы вас передадим кадыровцам. И сейчас такая ситуация. Сейчас Кадыров, все то, что можно сделать с этим нашим народом, он сделал. Убийства, пытки, унижение, все то, что возможно, он делает. И если сейчас поставить какого-то генерала или какого-то русского, и он чуть сбавит вот это давление, этот народ будет очень доволен. Я просто беспокоюсь, чтобы они только этого не делали. Пусть они там поставят Адама, пусть они поставят там других, там Шарикова, Марикова, короче. Громоотвод есть? Если прямо сказать, там кнут и пряник, короче. Возможно ли для Ичкерии в этот как раз-таки период смены власти провести какие-то повстанческие мероприятия?
Масштабно такие большие я не думаю. Я это надеюсь, то, что если Россия проиграет в Украине, вот тогда это как бы реально будет возможно. А то, что маленькие какие-то диверсионные задачи, работы, они делаются и они будут. Каким вы видите свое возвращение в Ичкерию? Посредством вооруженной борьбы. Да, Другого это не может. интересно. Пан Шаман. Не, но нас никто, вначале нас не примут так, если мы не сделаем что-то. Вы моделировали себе когда-то, как это может случиться? Когда был в Турции или в Сирии, это было вообще другое. А когда в Украине, это вообще другое мнение. Сейчас ближе? Вот именно в Турции, когда был, я это видел, как 10 человек там придут, там мы начнем с леса, как мы, да, какие-то операции, то, что там ты раньше делал. А сейчас уже более масштабно надо думать, как. Да, да. То есть Да, все всё масштабировалось, да? поменялось, Сейчас ты даже в лесу не выживешь у нас. Почему? Потому что везде поставили вот этот датчик движения, фотодатчики, разделили квадраты там какие-то там. Ты не сможешь там выжить. Сейчас это невозможно почти. Там тепловизоры, сейчас дроны. Ты 10-20 человек в лесу не выживешь. Сейчас там даже просто на охоту, если человек вышел, там мотоциклами катается, их сразу вычисляет, сразу к ним приезжают машины, спрашивают документы. Что ты делаешь? Есть разрешение, нет разрешения. В лесу это сейчас невозможно почти там выжить. Как вы думаете, когда станет реально это возвращение? Когда Россия проиграет в Украине, вот это реальный шанс. Масштабно, чтобы что-то поменялось.